Всем привет! Что такое предательство? Это нарушение верности, обманутые ожидания и отказ от данных обещаний. Оно всегда связано с доверием. Чем оно крепче, тем больнее удар. Как вы догадались, сегодня я хочу затронуть тему предательства и рассказать про каждое из них в сегодняшнем видео. И да, это первый видеоролик, где будет затронута не только 3D-трилогия, но еще и Stories, а также GTA 4 с дополнениями и GTA 5. Пойдем, понятное дело, по годам выпуска игр. Итак, буду рассказывать об одном с другом инциденте, попутно вспоминая сюжетные отрывки из игр GTA. Потом посчитаем, какой GTA больше всего предательств вообще, как и от стороны главного героя, так и от посторонних персонажей игры. А еще будем учитывать полное прохождение сюжетной линии, включая там все телефонные звонки и прочую ерунду. Приглашаю вас в мой телеграм-канал, там вы можете пообщаться со мной, с моим комьюнити, взять какую-то сборку, вообще неплохо провести время. Ну что-то я заговорился, пора уже к видео. Начинается все с GTA 3. Ограбление банка Liberty City. Клод, Каталина и еще рандомный колумбиец выбегают из здания с деньгами. Как вдруг Каталина решает избавиться от Клода и предает его, стреляет в него. Вот так быстро произошло первое предательство в игре GTA. Затем Клод и 8-Ball сбегают во время транспортировки в тюрьму, и Клод начинает работать на семью Леоне. Сначала на Луиджи, потом на Джоуи, а потом на Тони и в конце концов на Сальваторе Леоне. Одновременно Клод начинает мутить с Марией, женой Сальваторе, ну как этому старику лично кажется. Из-за чего тот решает предать Клода, убить его с помощью обманки с машинной ловушкой. Слава богу, Клод спасается и перебегает на другой остров, где мы сближаемся с Якудзой. Там выполняем миссии, доходим до телефонных от короля Куртни. Там мы тоже занимаемся всякой ерундой, и в одной из миссий нас просят добыть для плохих намерений Сталлион Диабло и Стингер Якудзы. Вот так мы продаем сразу две организации, на которых работали ранее. А вот еще в одной миссии вообще наезжаем на район Диаблосов и убиваем там всех. Но карма Клода достигает, и потом Кинг Куртни нас предает, давая на растерзание Клода наркоманам. Затем Дональд Лав, миссия Вака Гашира Wipe Out. Опять передаем Якудзу и убиваем Кенджи Кассена. И делаем виноватым картель. Это все предательства в GTA 3, их там целых 6 штук. GTA Vice City. Сони Форелли посылает 11 киллеров убить Томми Версетти, заманив его в Харвуд, что есть предательством. Потом Томми всех убивает и отсиживает 15 лет. И теперь события игры, 86 год, провальная сделка, и там Томас торчит круглую сумму боссу Сони. Томми знакомится с Лэнсом, они вместе поднимаются с нуля, доходит дело до Диаза, а там Лэнс сообразил, что сделку в начале игры сорвал именно он, и поэтому пытается напасть на Диаза, но неудачно. Конечно, Томми спасает товарища, тем самым отвергая предложение Диаза, и убивает наркобарона, тем самым опять происходит предательство. Потом игра идет как идет, криминальный бизнес идет в гору, но наведываются друзья Севера, а именно Сони Форелли со своей мафией, и пытаются собрать дань с бизнеса Томми. Томми решает обмануть Сони Форелли и дать ему фальшивые деньги и не соблюдать обещания по поводу денег. Anyway, Сони ехал убивать Томаса, это факт. Ну и, конечно, финальное предательство от Лэнса. Предлагаю вспомнить также сюжетную линию гаитян и кубинцев. Там Томми, сам того не понимая, предает кубинцев и, изучая от тетушки Поли, идет помогать именно гаитянам в войне банд. Итого 4 предательства. GTA San Andreas. Предыстория. Брайан Джонсон погибает, а Си Джей оставляет банду и улетает в Либерти Сити. Оставил Карл банду в трудный момент, поэтому я считаю это предательством. Только у них там кодекс есть, поэтому сужу по нему. Но это все в прошлом. Вот события игры, 92 год. Карл возвращается и начинается игра. Гангстерские разборки. Темпани иногда заставляет заниматься чернухой, но обоснованно, иначе Карла ждет тюрьма. Первое предательство — миссия Clean in the Hood. Там Карл и Райдер наведываются старому приятелю Бидап, но тот уже не с Гроув-стрит. Ему выгоднее оказалось продавать дурь. Потом все становится еще хуже. Миссия Зеленый Сейбр. Карл узнает, что 2 из 4 самых трушных членов Гроув — предателя, что сотрудничает с Балласами. Это Райдер и Смоук. Потом этап деревни. Там особо ничего нет. Потом Сан-Фьеро. Разработка синдиката Лока. Там втираемся в доверие GZB, а потом этот синдикат Лока Карл предает. Ну, понятное дело, он заранее туда пошел с целью этот синдикат уничтожить. Однако потом узнается, что Майк Террена выжил, и теперь мы работаем на него. Потом перебираемся в Лас Вентурас. Там у нас ограбление казино Калигулы. Сначала мы втираемся в доверие Сальватора Леоне, а потом просто грабим этого старика. Он просто это терпит. И вот еще одно предательство. Потом Карл встречает Мэтт Дога, возвращает особняк и идет кошмарить Оуджи Лока. Но я засчитаю предательство именно Оуджи Локу, потому что тот предал банду и поддержал Биг Смоука. Вообще, по идее, эта игра, наверное, самая большая по предательству, ведь абсолютно все променяли свой худ на став и деньги. А если считать показанные именно сюжетом обманы, то где-то 7 штук. Теперь время сторисов. GTA Liberty City Stories, 98 год. Приезжает Тони Сиприани, потому что он когда-то убил важного человека и залег на дно, чтобы его не нашли. В итоге вместо почета и уважения в мафии к нему начали обращаться как к куску говна, а на Тони поставили Винчензо Силли. Уже вот такой неприятный осадочек в начале игры. Короче, из-за урода Сальваторе Тони придет заново подниматься по лестнице в семье Леоне, бегая по всяким грязным поручениям. Однажды Тони встречает Джей-Ди, толстяка, который работает на Синдака, но собирается продать мафию и перейти к Леоне. Он потом будет сливать инфу про Синдака, что будет очень сильно помогать Леоне, поэтому зачитаем за предательство. Во время одной из миссий Винчензо он предает Тони, отправляя его в западню к ментам, но Тони этого не терпит и потом разбирается с обидчиком. Потом появляется настолько чокнутая маман, что она такая типа: «А давай-ка я тебя убью, сына».
и насылают на Тони киллеров. Я, конечно, это тоже зачитаю. Ни одна нормальная мать не пожелает такого сыну, даже бандиту. Потом Тони опять выполняет поручение Сальваторы, Джей и Ди убивают, и потом перебираемся на второй остров. Там знакомимся с Дональдом Лавом, что оказывается людоедом, и заказывает убийство собственного наставника, Эвери Кэррингтона. Еще одно предательство. Всего 4 предательства. Vice City Stories. За 2 года до Vice City. Армия Виктор Венс пытается заработать и выполняет грязные поручения Джерри Мартинеса, старшего по званию. Там перевозят дурь, там шлюх развозят. И в один из дней Виктору дают пинка из-за таких выходок. А потом Джерри Мартинес стремится про нас забыть, а потом вообще хочет нас убить. Да после всего того, что мы там для него сделали в армии. Предательство однозначно. Потом знакомство с Филом Кэссиди, Луиза, банда Марти, от которой Виктор избавляется. Потом приезжает Лэнс, главный источник проблем. Потом срываем наркосделки, например, воруем кокаин Мартинеса, потому что Мартинес слишком охренел. Потом мать Лэнса и Виктора крадет кокаин и сбегает вообще. Что еще одно предательство. А так до конца игры мы просто будем воевать за наркоту, чуть-чуть подрабатывать у Дио, за Умберто, а также побившимся с ребятами Мендеса и Мартинесом. В конце игры благополучно всех убьем. Не без потерь, конечно, Виктор лишится возлюбленной, но все же. В этой GTA, как мне кажется, меньше всего предательств из всех игр, всего 2. Теперь GTA 4. Ника Белик прибывает в страну возможностей к успешному кузену Роману, но тот оказался пиздоболом и находится в больших долгах, так еще и лудоманом был. Короче, Роман втягивает Ника в преступный мир города, хотя тот не хотел этим заниматься. Короче, начинает Колян работать сначала на Влада, тот присунул телке Романа, а потом Коляна так бомбануло, и он пошел убивать Влада. Дело сделано, и поэтому братьев похищают русские. Там знакомимся с Димой Расколовым и Мишей Фаустиным. Они нас прощают, а теперь мы работаем на них. Потом между друзьями обостряются отношения. Русской мафии срочно надо лишиться босса, чтобы Ника и Дмитрий Расколов жили. Дмитрий заставляет предать Фаустина, а после этого сам Расколов предает Ника, сдавая его Рэю Болгарину. Потом опять вся жизнь через жопу, перебираемся на другие острова. И, кстати, параллельно этому Ника мутил с одной телкой Мишель, что позже его тоже и предаст, и вообще крыса окажется ментовской. Потом Ника поднимается, добирается до Плейбоя X и Дуэйна, а те предают друг друга и заказывают друг друга на убийство. Я всегда выбирал именно убить Плейбоя. Потом знакомство с ирландцами Макрири, ограбление банка, самая интересная миссия четверки, а позже Ника добирается до Дарка Бревича. Этот чел был в одном отряде с Ника Беликом и Флорианом. В итоге случилось так, что Дарка предал отряд, и всех убили, понятное дело, кроме этих троих. Кто-то выбирает убить Дарка, кто-то выбирает оставить его в живых. Но предательство есть предательство, так что зачитаю. В конце игры Ника подрабатывает на Пегарина, итальянцев, и тот просит пойти его на сделку с Дмитрием Расколовым. Если Ника соглашается, то Дмитрий очевидно предает Ника еще раз и пытается убить. Если же не соглашается и мстит, то сам Пегарин решает выпилить Ника, но убивая случайно подругу. Всегда выбирал месть, не знаю как вы. Получили 7 предательств. Эпизод из Liberty City, начнем с байкеров. Там особо предательств нет, за исключением одного. Игра происходит одновременно с GTA 4. Байкерский клуб пропащие, Джонни Клебец, вице-президент, вместе с байк-клубом забирает из клиники ранее арестованного лидера Билли Грея. Затем начинаются споры и конфликты внутри клуба. Билли недоволен союзом с ангелами смерти и расторгает его. Из-за этого начинается война между клубами. По мере игры все больше и больше недовольств возникает между Билли и Джонни, из-за чего Билли предает товарищам и меняет жизнь Клебица на героин для триады. В итоге Клебец выживает, а Грей по случайному стечению обстоятельств отправляется в тюрьму, и в конце игры будет убит Джонни. Вместе с этим клуб распадается на 2 части. Последовавшие за Джонни и последовавшие за Билли Греем. Баллада о гее Тони. Луис Лопес попадает в ограбление банков, чтобы отдел рук семьи Макрири. А так он подрабатывает телохранителем Антони Принцем и занимается 2 клубами – Геркулес и Майсонет 9. Потом начинаются побегушки по просьбам кредиторов Тони. Потом знакомимся с Юсуфом Амиром, работаем на него, и в одной из миссий Рока и Винченцо попросили Луиза соблазнить телку владельца клуба Бахама Маунс. Та ведется и изменяет своему возлюбленному, что уже и есть предательство. Позже Луис знакомится с Рэем Болгарином, затем идет сделка с бриллиантами и пропащими, а потом вообще выясняется, что эти бриллианты были собственностью Рэя Болгарина, а тут узнает, что причастности Луиса ко всей этой фигне. И начинается вражда русских и Луиса. Параллельно кошмарят Винченцо и Рока, кредиторы. В конце игры Луис со всеми разбирается и избавляется от Рэя Болгарина. В итоге одно предательство и то измена просто. Людендорф, 9 лет назад. Майкл Таунли совершает сделку с Дэйвом Нортоном и выходит из игры грабителей, по условиям которой он совместно с Тревором и Брэдом грабит банк неудачно. Потом якобы Майкл умирает, а вместе с этим оставляет Брэда и Тревора на растерзание полиции. Вот уже основные события. Франклин Клинтон и Ламар Дэвис работают в сфере изъятия авто на Симеона. Таким образом живет Франклин себе, потом внезапно отправляют нас забрать машину Джимми Десанты, а там оказывается Майкл притаился. И под влиянием аргумента в виде пули у виска Франклин отказывается от своих обязанностей и разбивает салон Симеона. Ради справедливости тут не было выбора, либо так, либо смерть. Но плюсом к этому Франклин с Ламаром еще и байк решили не возвращать, а себе оставить. Параллельно из тюряги возвращается Стрэч, дальний хоуми Ламара, Франклина вряд ли.
Потом вообще предает семьи и переходит на сторону Балласов. А потом Майкл достает свою жену вместе с тренером по теннису. Еще одно предательство. Затем Майкл и Франклин едут за тренером. В итоге ломают дом Мартина Мадраса, и теперь они торчат 2 ляма. Поэтому Майкл возвращается к своим делишкам. Вновь встречает Лестером, ограбление ювелирки, знакомство с Тревором. А тот узнает по почерку ограбление своего товарища и очень злостно идет искать бывшего напарника. Но сначала убивает всех пропащих байкеров из GTA 4, что остались. Потом Тревор встречает семью Майкла и его самого. Затем Майкл проводит время с Джимми, своим сыном, а тот предательски накуривает отца и выкидывает из машины, оставляя одного на улице в состоянии бэд-трипа. А на следующий день Майкл вообще находит записку от семьи, что они от него уходят. Затем идет ограбление Мэри Уэзер, но по итогу оно оказывается бесполезным, и героев Лестер заставляет вернуть все награбленное. Потом вновь задание на FIB, а затем знакомство с Дэвином Вестоном и работа уже на него. Потом ограбление Палета, воровство какой-то херни для ФРБ и вообще все такое голливудское. А затем Тревор узнает, что Брэд мертв и буквально срывается на Майкла. Хотя потом прощает и спасается из рук ментов. Потом Дэвин Вестон отправляет военных убить семью Майкла. Тот, конечно же, всех спасает, а в конце происходит то самое ограбление федерального хранилища. Но следом идет и концовка игры. Ее можно выбрать: либо послушать федералов и убить Тревора, либо послушать Дэвина Вестона и убить Майкла, либо же спасти обоих. Конечно же, каноничная концовка — это спасти обоих, но я просто ненавижу эту концовку. Она максимально голливудская и нереалистичная. Правильное решение, на мой взгляд, было всегда убить Майкла, ведь из-за него как раз вся эта игра случилась, и мы имеем, что имеем. Но все же я не буду спорить с каноном, поэтому Франклин никого не предает, и красочно по-голливудски все освобождаются от проблем. Итого имеем 5 предательств в GTA 5. По итогу больше всего получили предательств в GTA 4, самые реалистичные в плане сюжета игры, ведь бандитизм он такой, никому никогда нельзя доверять. Ну а также GTA San Andreas. А все, как мы знаем, предали эту банду и решили либо торговать стафом, либо перейти к Балласам. Меньше всего предательств было в эпизодах из Liberty City, всего 2 предательства на 2 игры. Что вы думаете на этот счет? Если что-то упустил, комментарии всегда открыты. Все прочитаю. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк и подписаться, если еще хотите такого контента. Всем пока!